Приветствую, мои золотые, с вами Лиман Маклайм, и сегодня я бы хотел поговорить о таком важном вопросе, как подбор формы мышки под вашу руку и насколько она важна. И да, сегодня ракурс немного другой, как вы, наверное, не привыкли меня видеть, но я решил, что лучше вы меня хорошо будете слышать, потому что у меня сломалась стойка, чем будет красивый какой-то фон. Итак, переключаемся также на другую камеру, и здесь у нас лежит хайповая VL Mouse Beast X. Это достаточно сейчас хайповая мышка. Почему? Она весит всего 39 грамм, сделана из магнезиума, то есть корпус металлический, кроме пластикового дна, и, по-моему, боковые тоже пластик. Но, она вообще, по сути, сделана из топовых материалов. В ней все, казалось бы, прекрасно. И все ее форсят, как вот убийца Final Mouse, Razer Viper Mini и прочее. Но в итоге эта мышка мне вообще не нравится. И знаете чем? Формой. Эта мышка очень маленькая для меня и очень низкая. Настолько она из-за этого неудобно лежит в моей руке, что единственный способ, как ее я могу держать, это держать вот пальцем примерно вот так. И это просто выматывает во время игры. По-другому я эту мышку держать тупо не могу. И этому способствует также еще и отверстие сбоку. Не знаю, зачем они это сделали, потому что вот, например, возьмем форму Razer Viper Mini Signature Edition, и здесь боковые стороны мышки монолитные, здесь же дырки. Из-за этого я не могу нормально взять, например, когтем мышку, потому что, во-первых, как-то проскальзывает, во-вторых, у меня вот тупо подушечки пальцев проникают вот в эти отверстия и становятся совершенно некомфортно. Я не знаю, как это держать, но постоянно куда-то хочется поставить руки. И если бы там было еще там, допустим, просто два каких-то отверстия, то в них вцепился и все, держи. Вот единственный способ. А здесь много перфораций, и поэтому ты никогда не знаешь, куда попадешь в каждый раз, когда берешь в руку эту мышку. Поэтому вот такая форма, где боковые стороны хотя бы монолитные, мне нравится больше. Хотя держу я эти мышки, по сути, практически одинаково. Это такой пальцевый хват. Но Razer Viper Mini хотя бы я еще могу каким-то агрессивным когтем взять вдобавок. Вот типа вот такого. И суть в чем? Вот у меня также есть еще и Lamzu Maya. И вот она как-то держится получше. И знаете чем? Тоже потому, что здесь монолитные бока. Но также здесь еще и горбик выше. А вот Final Mouse Beast X, она прям очень низкая. Горбик, короче, у этой мышки очень низкий. Сама мышка супер маленькая. И поэтому она мне не нравится. Но, казалось бы, может с ней что-то еще не так? Нет, это реально хорошая мышка, но ее убивает ее же форма. И, ребята, я настоятельно рекомендую перед покупкой мышки за 13 тысяч рублей подумать, как вы держите вообще мышку, потому что это самое важное. Если форма вам не подходит, вы ничего не сможете сделать с этой мышкой, кроме как потом продать ее уже на Авито кому-то. Ну вот возьмем вот эту мышку, насколько она хорошо сделана, но при этом я не могу ей пользоваться. И возьмем мышку, которая, возможно, где-то хуже сделана. Это Pulsar X2H. Но она ложится так хорошо мне в руку, просто как родная. Про нее, кстати, отдельный ролик будет про эту мышку. И я ничего не могу с собой сделать, чтобы оставить вот это себе в коллекцию, чем вот эту мышку. Еще что заметил, у VL Mouse какой еще минус для меня, вот просто я вместо обзора решил вот такой небольшой гайд вам сделать. В общем, когда я держу еще мышку VL Mouse, тут боковые кнопки настолько большие, а мышка настолько маленькая, что когда я иногда вот большим пальцем начинаю сильнее вдавливать в мышку, то я нехотя нажимаю боковую кнопку.
Поэтому мне ее надо вообще выключать, она бесполезна, хотя я ее активно юзаю в играх, в работе, в пользовании компьютером. И это тоже бред, я считаю. То, что мышка, по сути, такая маленькая, но надо было вот сделать такие жирные кнопки. Сейчас, наверное, налетят всякие фанаты Final Mouse, Starlight вот этой формы и будут защищать. Если вы фанаты такой формы, то, пожалуйста, берите эту мышку и выключайте этот ролик, потому что этот ролик все-таки предупреждение для тех, кто рассчитывает, что эта мышка какая-то супер удобная вот для всех. Это не так. Ах, да, еще то, что меня бесит реально в этой мышке, это вот такой 4К донгл. Вы посмотрите, это же просто капец. Во-первых, эта штука весит больше, чем сама мышь. Это уже странно звучит. И, во-вторых, здесь USB разъем расположен сверху. И разработчики, создатели этой мышки, бренд позиционируют, как будто вот перед глазами экраном вверх будет лежать этот донгл. Да, это же так удобно, да? Гении просто. Но обычно донгл лежит где-то подальше, и вот экраном как раз к вам смотрящим. И что вы думаете, если подключить сюда USB, то он будет торчать вот тут сверху. Они не сделали где-то здесь разъем, сзади. Они сделали именно сверху, чтобы вот когда вот так вы ставите, вот они подразумевают, что вы вот так ставите, и у вас красиво провод уходит туда. Нет, ничего подобного. Потому что чаще всего вы будете донгл ставить именно вот так, экраном к вам, и здесь вообще становится неудобным. Они хотя бы в таком огромном кубе могли сделать второй разъем сюда, чтобы человек мог выбирать, как ставить. А так это просто реально не знаю, для кого вообще рассчитан этот донгл. Конечно, здесь можно еще поставить гифку. Последний минус, наверное, у этой мышки сегодня такой, опять, более какой-то необъективный обзор, так сказать. Я вообще пока не пользовался софтом, но наслышан то, что здесь софт пока очень сырой. Это первое. И второе, то, что софт настолько не оптимизирован, то, что мышка разряжается очень быстро. Хотя на 1К частоте я себе ставил 1К, потому что в 4К вообще не вижу смысла. Я не заметил данной проблемы без софта. Но вот на 4К говорят, что прям очень быстро сажается. Поэтому думайте, ребята, потому что вот как бы я ее не хотел взять, я думал, ну, как обычно бывает с любой там мышкой, как с GPX 2, я просто возьму, там пару дней привыкну, то есть у меня будет отторжение, но потом я привыкну и скажу, что это очередной мой новый мейн, нифига. Здесь вот я беру, и каждый раз я не могу определиться, что, как вообще расположить свои пальцы и ладонь в целом, потому что, ну, реально, как, я не понимаю. И еще, это уже личное имхо, эта мышка весит 39 грамм, и, возможно, для кого-то это будет проблемой, потому что вес слишком легкий, иногда даже может мешать вам тем, что ваша рука будет напрягаться, так как если ваш скилл, так сказать, не позволяет, то вы не сможете контролировать легкую мышку и будете перенапрягать руку. В остальном я очень ждал эту мышку, то что она из магнезиум, да, такая металлическая, и клики приятные, все приятно. Для меня мышка, даже я уже привык к этим 39 граммам, но она настолько дрявая, вот эти края настолько неудобно, что это оставило такой прям грустный отпечаток. Я прям разочаровался, и донгл меня тоже расстроил тем, что вот здесь USB разъем. Я не понимаю, чем они в этот момент думали. Кстати, по-моему, в одной из комплектаций есть Г-образный USB или переходник, но это все равно будет смотреться тупо. Вот если бы здесь сделали разъем, все было бы куда лучше. Очень спорная по форме. Она очень маленькая, низкая, узкая, совершенно неудобная. Хотя и борта здесь достаточно прямые, как я люблю. Вот так вот получилось, ребята. И не думайте то, что раз она из металла, то она будет еще и супер надежной, крепкой прям. Нет, я уже видел, как несколько людей трескали эти мышки, поэтому будьте тоже осторожны. Возможно, в какой-то момент вы ее уроните, и она треснет. От этого металл вас не спасет, так сказать. Но камень преткновения здесь все-таки форма, лично для меня, например. И этот донгл. Это просто, ну, реально. Я не знаю, зачем они его сделали. А с вами был Лиман Маклайм. Пока!